Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. К чему же нужно быть вам готовым? Какие события произойдут в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. У вас произошла потеря женщины, это разрыв, развод, причем очень непростой и очень болезненный для вас. Очень тяжело вы это переживали, кто-то из вас сейчас находится в таком состоянии, да, особенно это касается тех, кто не так давно разошелся. Либо же у вас уже вот такой вот печальный и плачевный период произошел, ну, достаточно давно. Причем может проигрываться, что у некоторых из вас еще остались некоторые чувства, да, вот, возможно, ностальгия. Вы довольно часто, может быть, даже мысленно возвращаетесь к тем хорошим таким благоприятным моментам, когда вы были вместе. И это вас, возможно, даже, знаете, вот накрывает очень неожиданно. Вот мысли такие одолевают, особенно когда вот печально, когда личная жизнь с новой женщиной пока не ладится, да, и вот накрывает именно ностальгия. Хотя сейчас, вот если кто-то из вас общается с вашей бывшей женщиной, вы скорее общаетесь в каком-то таком, ну, в неприятном ключе. Не очень-то вам и хочется с ней общаться, потому что больно, потому что осадок, потому что, ну, болят ваши душевные раны, ваши воспоминания какие-то. Причем, знаете, вот есть также из вас такие, у кого может проигрываться, что несмотря на то, что боль вы пережили, все вот эти такие отрицательные эмоции, которые только можно придумать, да, которые существуют вообще, все равно вы вспоминаете и ностальгируете, и даже, возможно, хотите помириться. Вот несмотря ни на что. Кстати, я это даже вот помню, некоторые в комментариях пишут, что вот несмотря ни на что, люблю, хочу вернуть. Ну, то есть это такая вот зависимость от человека. Это уже, ну, как вредная привычка какая-то, да, вот такая, ну, несусветная тяга. Хотя, конечно, может у некоторых проигрываться и магическое воздействие, а именно вот привязка, такая тоже может быть. То, что вам какой-то период не хотелось, не то, что там новых отношений, вам вообще ничего не хотелось. Ну, как говорят, жизнь не мила, ничего не хочу, ничего не буду. Ну, то есть такой период, ну, очень и очень печальный, да. Я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать ваше состояние, которое вот вы, некоторые, либо уже вы его пережили, кто-то сейчас еще вот находится, когда, ну, в таком, знаете, вот вообще в плачевном, печальном состоянии. Опять же говорю о том, что это те, кто недавно разошелся, то у вас сейчас острый период такой переживательный, да, вот проходит. Вы человек очень любящий. Вы добряк, вы вот если в отношениях вы очень сильно вкладываетесь в свою партнершу, но вы привыкли, вы по-другому так не умеете, либо же это воспитание, возможно, ваши родители так жили, и у вас перед глазами был такой пример. Вы по-другому просто не умеете относиться к женщинам. И потому вам еще вот, ну, вдвойне, наверное, обидно, потому что вы всю душу вложили в эту женщину, в эти отношения, да, а это не оценилось. Одно дело, когда ты делаешь что-то через силу, да, потому что вроде бы семья, вроде бы я что-то должен, но чувств как таковых нет, да, то с такой женщиной расходишься, перекрестился и слава богу, да, и пошел искать другую. А здесь совершенно другая ситуация. Здесь, ну, когда готов ради женщины и в огонь, и в воду, а тебе потом плюют в душу, то это, конечно, очень и очень болезненно. Женщина у вас, конечно, была такая дама, очень любящая себя, такая вся королевишна, самовлюбленная, эгоистичная. Знаете, хочется сказать, что вот, ну, взглядом готова убить просто, да, вот когда что-то не по ее, вот просто уничтожает взглядом. Любительница контроля, любительница
лидерства. Вот она хотела, знаете, пальму лидерства себе забрать. Вот вы где-то там на вторых ролях, да, вот джин такой, да, который исполняет ее желания. А она должна все и всех везде контролировать. Вас довольно сильно закалили вот эти вот отношения и все то, что произошло вот после разрыва. Очень сильно вы стали более жестким, вы стали более недоверчивым, особенно к женщинам. Может проигрываться даже то, что вы настолько теперь не верите женщинам, вообще всем, вот априори не верите. Не доверяете, не верите, считаете, вот возможно даже, что все женщины гулящие после того, что вы пережили. Поэтому вы как-то особо и не торопитесь начинать новые отношения. Я сейчас не беру во внимание какие-то вот этих всех одноразовых девочек, однодневочек. Абсолютно я такие отношения не беру. Кто смотрит мой канал, знает об этом. Вы, да, вы имеете вот друзей-приятелей, вот вам как-то комфортней, даже периодами вам комфортней самому, периодами, да, вот когда вас куда-то на посиделке, вот именно мужчины приглашают где-то потусить, там за рюмкой чая посидеть, расслабиться, ну такой вот мальчишник своего рода, да. В принципе, вы себя неплохо чувствуете, потому что вот как-то вот новые отношения у вас, я не вижу, чтобы были в приоритете. Вот абсолютно не вижу. Вы настолько вот получили такую сильнейшую психотравму, что даже от одной мысли о том, что вот придет в вашу жизнь новая женщина, еще и не дай бог вы в нее влюбитесь по самое не могу. И снова все может повториться. Вот даже некоторых из вас может пугать даже одна эта мысль. И я думаю, что даже может такая ситуация еще проигрываться, что, возможно, вы даже зареклись от каких-то вот браков, от серьезных отношений, да. Ну, по крайней мере, сейчас вы не готовы. Вот я не вижу, чтобы вы были готовы делать активные шаги по завоеванию там новых женщин. Вот скорее вы очень так ровно и спокойно к этому относитесь, да, вот, ну, в таком плане, ну, получится, получится, не получится, ну и фиг с ним, да. Ну вот приблизительно так, я утрирую, конечно, но абсолютно не вижу, чтобы вы заняли активную позицию, да, вот начали там знакомиться специально. Да, понятно, что знакомства некоторые происходят, но вы их абсолютно не берете во внимание. Даже с кем-то вы можете пофлиртовать. Да, в вашей жизни, конечно же, по работе, где-то там в компаниях, соседи, может быть, флирт какой-то легкий может присутствовать. Да, естественно, вы не монах, вы общаетесь с женщинами, кто-то там снимает, грубо говоря, девочек, да, ну чисто, чтобы как бы для здоровья, да, либо же отвлечься, развлечься. Но так, чтобы вы воспринимали женщин для отношений, ну, я этого пока не вижу, если честно. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет происходить в вашей жизни дальше. К чему же вам надо быть готовым все-таки? Еще какой-то период, вот вы погрустите, вот будут у вас такие, знаете, вот приступы, как бы... Приступы ностальгии какой-то, да? Боже, чуть камеру не сбила. Почему будут такие приступы ностальгии? Давайте. Потому что, вот смотрите, глубоко в душе вам хочется любить и быть любимым, но у вас этого очень большая нехватка. Вам и хочется, и колется. Вот видите, вот где собака зарыта. Но вы очень сильно боитесь, что вам снова ставят нож в спину. Потому вы и не торопитесь. Но вам, да, вам хочется любить и быть любимым, но опять же, вы не торопитесь, вы как-то вот пустили все на самотек. Вот именно личную жизнь вы пустили на самотек. Хотя в вашей жизни появится новая женщина, довольно такая интересная, моложавая женщина, которая очень неожиданно появится в вашей жизни. Она будет вам, знаете, даже напоминать в чем-то, ну, то ли какую-то красивую, вот как говорят, голливудскую актрису, да, либо же какую-то, я не знаю, артистку. Ну, вот чем-то она будет похожа на какую-то вот звезду, да, вот что вы будете смотреть на нее и любоваться. Женщина
ну такая, она абсолютно не размазня, она не какая-то бесхарактерная серая мышка. Она довольно неплохо зарабатывает. На момент вашего знакомства она будет свободна, да, она не замужняя, она не занята будет мужчиной. Вот знаете, такие женщины, они и умеют одеваться красиво, они любят одеваться. Вот какой-то вот изысканный такой тонкий вкус во всем. И в интерьере, вот какие-то вот дизайнерские способности у нее есть. Она очень умеет подбирать все со вкусом и красиво. То есть, знаете, довольно вот необычная будет женщина, вот именно внешне, ну такая, ну красотка просто. Теперь еще смотрите, что проигрывается в вашей жизни. Вот опять же, это то, что я говорила. Когда вот вы познакомитесь, да, ну поначалу вы будете очень и очень так осторожно с ней сближаться. Да, она безумно вам понравится именно внешне, там фигурой, как она одета и так далее. Ну то есть здесь без претензий, именно внешность. Но вы настолько будете бояться, что она слишком хороша для вас, что она красивая женщина, значит, это будет чужая женщина. Вот бытует почему-то в народе такая пословица. Красивая женщина, это будет все, это чужая. Вот у вас полно вот этих вот еще страхов и предрассудков, ну, которые никуда пока от вас не делись. И у некоторых бывает даже до конца жизни они присутствуют, эти страхи. Пусть они подсознательно присутствуют, но вы накручивать себя будете еще здорово. Вот именно вы боитесь предательства, вы боитесь, что вы ее либо не потянете, либо уведут ее, да. Ну, то есть у каждого, конечно же, свои тараканы, да. Ну, будет поначалу непросто. Вот вы-то будете с ней общаться, у вас даже любовь будет с ней, взаимная причем любовь. Но вот этот ваш самовынос мозга, он тоже какой-то период будет присутствовать. Так, к чему еще вам быть готовым? Что еще произойдет в вашей жизни? У вас даже брак нарисовывается, брак. Так, смотрите, у некоторых может проиграться, что будет смена работы, причем на работу лучшую, чем у вас была. Вы будете поначалу сомневаться, думать, стоит, не стоит, переходить, не переходить. Но, возможно, это будет связано вот либо же с закрытием той работы, где вы были, либо же сокращение должности. Либо же, я не знаю, там, может быть, очень сильно урежут зарплату. Ну, что поставят вас такие условия, что хочешь, не хочешь, а подыскивать какую-то работу, либо подработку придется. Поэтому вам могут предложить даже вот какой-то мужчина, это может друг, приятель, какой-то знакомый, свою помощь может оказать. Либо же у него где-то там знакомство, да, что вакансия есть, либо же к себе на работу, может быть, он коллегой к себе возьмет. Ну, то есть здесь помощь мужчины однозначно. Вот именно вот эта вот проблема может выбить вас из колеи, именно вот финансовая. Поэтому, ну, смотрите, чтобы у вас денежка лежала про всякий случай в запасе, да. Так, что еще у вас будет? Смотрите, у вас еще будет такой период, когда, вот, ну я не могу сказать, что прям все женщины начнут охоту на вас, да? Но вот какой-то период, что очень сильно вы заметите, что женщины то ли начинают больше вам оказывать знаки внимания, флиртовать, да, причем это женщины абсолютно разные, разного возраста, разного статуса. Это женщины и попроще, и побогаче, ну то есть разные доходы будут. Но опять же, вы в любом случае, вы выберете все равно ту женщину, которая вот вам предназначена, которую я вначале вам сказала, да, которая станет вашей той самой единственной, с которой у вас брак даже возможен. Теперь еще смотрите, могут быть у некоторых из вас судебные разбирательства. Причем, смотрите, у кого из, ну, возможно, алименты, там какая-то дележка будет, да?
Будьте осторожны, будьте внимательны, потому что там могут какие-то мутные дела, что-то твориться, да, ну, понятное дело, я не хочу озвучивать, что и как это можно сделать, прокрутить, провернуть, ну, то есть здесь будут пытаться какой-то подвох вам сделать, то ли больше денег взять, да, вот больше, чем полагается, больше отсудить, может быть. Ну, в принципе, должно все закончиться нормально, должно быть по справедливости. Но нервы помотают, конечно же. Так, смотрите, также у некоторых проигрывается, ну, довольно такой жаркий летний отдых, отпуск, возможно, будет, да. Причем в этом отпуске возможны даже вот какие-то романтические у вас истории. Опять же, я сейчас говорю, что это общий расклад, да, поэтому это не значит, что все 100% у каждого сбудется, да. У кого-то это будет женщина, которую вот я описала, да, для серьезных отношений, но романтическая история, вот особенно тех, кто поедет куда-то на отдых, это будет касаться тех, кто, ну, решит себя на солнышке погреть где-то на берегу моря, назовем это так. Причем дама может появиться довольно такая моложавая, в чем-то даже я бы назвала, но она чуть ли не в дочери вам годится. Поэтому смотрите, согласитесь вы на такой роман или же нет, но могут быть реально с ней такие серьезные отношения, несмотря на то, что вы намного старше, чем она. Вот как-то так. Смотрите, довольно неплохой период, довольно такой насыщенный, эмоциональный, да. Кто-то отдохнет, кто-то страстями займется, кто-то окунется в мир любви. Не забываем, что это общий расклад, да. Но в целом я не вижу ничего плохого. Вот единственное, да, вот с работой будьте осторожны, и то вы будете все равно в плюсе, вы найдете и замену работы, и причем довольно неплохую. Поэтому не расстраивайтесь. Главное, чтобы денежка всегда про запас лежала. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!